Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев сад. Сегодня вы узнаете, какие работы нужно сделать на плантации голубики весной. Плантация, конечно же, у меня. У большинства огородников всего лишь несколько кустиков. Вот, смотрите, помощница пришла к нам. Значит, что делать с голубикой? Конечно же, кто не сделал еще обрезку, нужно сейчас обрезать кустики голубики. Про обрезку мы снимали ролик осенью. Кому интересно, можете найти на канале и посмотреть. Что делаем сейчас? В обязательном порядке нужно сделать подкисление почвы. Голубика – кислолюбивая культура и нормально растет в почвах, где есть pH 4, 4,5. Вот это оптимальный pH почвы для голубики. Я уже рассказывал, что в магазинах есть гранулированная сера, есть молотая. Гранулированная вносится при посадке растений, и она медленно подкисляет субстрат, а для ежегодного подкисления вносится молотая сера. Значит, сколько вносить? В зависимости от pH почвы вносится от 50 до 100 граммов молотой серы на метр квадратный. Значит, вот ориентировочно на такой кустик у меня уходит 100 граммов. Вот, приствольный круг уже достаточно большой, 100 граммов вот на такой, на 5-летний кустик. Значит, ничего заделывать не нужно. Вносится в сухом виде, распределили по поверхности почвы, а затем можете пролить водой. Можете не проливать, сейчас дождики у нас как раз идут, все это впитывается. Опять же, зарыхлять тоже не обязательно. Ну, при желании можете и зарыхлить. Значит, что еще делаем? В обязательном порядке сейчас проводим искореняющую обработку. Вот-вот на голубике начнут набухать почки, начнутся активные процессы сокодвижения, ростовые процессы, поэтому нужно поспешить с обработочкой. Значит, чем обрабатываем голубику весной? Так же, как и в случае с плодовым садом, обрабатываем либо бордоской жидкостью 3% раствором, либо азофосом. Вот у меня в руках бутылочка азофоса, и многие, особенно россияне, не знают, что такое азофос. Почему-то считают, что это удобрение азофоска. Это абсолютно разные вещи. Азофос – это медсодержащий фунгицид, который, кроме, значит, еще фунгицидного эффекта, имеет такой и, значит, эффект подкормки. Здесь содержится еще азот. Значит, но ранней весной азот еще усваиваться здесь никакой не будет, поэтому просто искореняющая обработка выполняется с помощью азофоса. Значит, 400 граммов азофоса на 10 литров воды. И вот таким сильным раствором делается обработка. При обработке нужно попадать на все ветви, поэтому обрабатываем снизу вверх опрыскивателем. Обрабатываем как нижнюю часть кроны, так и обязательно вот эти молодые верхушечки. Самое важное – это даже верхушки. Почему? Потому что на верхушках где-то подмерзли почечки, где-то какое-то подмерзание молодых приростов, там могут быть инфекции. Обязательно все хорошенечко обрабатываем. Проводим обработку при температуре от плюс 3 градусов тепла. В сухую безветренную погоду. Значит, кроме этого, проводится сейчас весной и мульчирование кустов. Значит, чем мульчировать? Голубику можно мульчировать хвойным опадом, корой хвойных пород, то есть еловой корой, сосновой корой, древесной щепой и опилками древесными, опять же хвойными, крупной фракцией. Нельзя мульчировать голубику какой-то органикой, компостом, навозом и опилками мелкими, которые очень-очень меленькие. Такие опилки уплотняются, создается корка на поверхности, значит, почвы. В итоге плохо к корням поступает кислород и плохо впитывается влага. Поэтому мелкие опилки не применяем, только опилки крупной фракции, если у вас нет вот такой коры и щепы. Значит, по поводу применения биопрепаратов. Пока что ранняя весна. Большинство микроорганизмов работать не будут, либо будут работать очень плохо, холодно, еще не позволяет температура. Их будем применять только когда уже установится по-настоящему теплая погода. Ориентировочно это май месяц, а может быть и там вторая половина мая, конец мая, в зависимости, но от погодных климатических условий. Значит, какие биопрепараты для голубики можно применять? Можно применять микоризные грибы, вносить при посадке. Этого достаточно. Один раз внести микоризу при посадке. Далее можно применять сенную палочку для обработок по листу от различных пятнистостей листьев, особенно в период формирования и созревания урожая, когда нельзя применять никакие химические, значит, препараты. Можно работать сенной палочкой. Можно голубику также подливать триходермой. Триходерма достаточно быстро уничтожает, значит, различные древесные остатки, да, питается она лигнином, целлюлозой, быстро все это перерабатывает.
Значит, вот, допустим, у меня здесь кора, она и так очень быстро перерабатывается. Вот 2 года, и от коры практически ничего не остается. Она перерабатывается вот в такой материал, похожий на торф. Да? Ну, допустим, там, где у меня есть щепа и опилки, там триходерму я буду вносить. Хочется, чтобы вот эти материалы быстрее переработались и стали еще дополнительным питанием для голубики. Как раз-таки вот там триходерму можно внести. Значит, как она вносится? Можно вносить в сухом виде. Допустим, вы нарастили там из закваски на перловке, да, либо на трутовике. Взяли, добавили под голубику, перемешали там, заделали это в почву, и триходерма там размножилась. Можно вносить в жидком виде. Вот такая триходерма, я уже как-то о ней рассказывал, появилась триходерма на меду от Тут Агро. Вот ее можно, опять же, вносить. 30 мл на 10 литров воды и проливаем под кустик. Значит, сколько вносить раствора вот этого с триходермы под один куст? Вносим по влажной почве, то есть, да, если почва у вас подсохла, вначале проливаем водой, а потом под каждый кустик достаточно внести, ну, литра 2-3 вот этого раствора с триходермы. Этого достаточно, чтобы триходерма затем вот там размножилась и пошел процесс вот переработки вот этих древесных остатков. Осенью я подготовил посадочные ямы для голубики и уже полностью весь ряд замульчировал. Я мульчирую все, даже расстояние между кустами, чтобы никакие сорняки, ничего здесь не росло. Причем слой мульчи нужно использовать значительный. Вот у меня здесь древесная щепа, и здесь примерно 20-25 сантиметров слой вот этой мульчи. Вот такой слой не будет давать шанса прорастанию сорнякам. Если какие-то сорняки появятся, они будут одиночные. Значит, под слоем мульчи у меня здесь засыпан кислый верховой торф. И в торф я добавляю еще чуть-чуть вот этой же щепы. Для чего добавляется щепа? Либо кора может добавляться такой средней фракции для того, чтобы обеспечить легкость. Торф сам по себе, он тоже может уплотняться. Вот это не очень хорошо для корней. Для корней все-таки лучше, чтобы поступал кислород и лучше был дренаж. Поэтому вот в кислый верховой торф еще добавляется небольшое количество либо щепы, либо коры. Все это смешивается и забивается посадочная яма. Вот здесь у меня уже намечены просто ямочки, где я буду высаживать. И рядом лежат пакеты с торфом. Значит, опять же, обращаю внимание, кто сейчас заполняет посадочные ямы торфом для голубики. Перед заполнением посадочной ямы этот торф нужно, значит, высыпать в какую-то емкость, да, какую-то большую ванну, там ящик какой-то, да, и хорошенечко увлажнить водой. И только затем забивать уже посадочную яму. Если вы сразу сухой торф засыпете в посадочную яму, затем его очень тяжело промочить. Будете лить воду, как в бездну просто, и торф будет оставаться сухим. Поэтому вначале промачиваем в какой-то емкости, а затем уже только наполняем посадочные ямы. Позаботьтесь о голубике сейчас весной, чтобы летом быть с урожаем. А кто ее еще не посадил, очень рекомендую посадить. Самая вкусная ягода и полезная на вашем участке. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.